Cinema 4D. Крутая штука, позволяет моделировать, позволяет делать очень много всего полезного для ютубера, для того, кто делает всякие модельки. Короче, просто крутая программа для 3D моделирования. А в наше время ютуберы и так далее, дизайнеры, скажем так, часто используют ее именно для того, чтобы делать 3D текст для их превью, их работ и так далее и тому подобное. Поэтому сегодня вместе с вами мы постараемся разобраться, как сделать хороший 3D текст Cinema 4D. После того, как мы сделаем текст Cinema 4D, мы также обработаем его в фотошопе, чтобы вы знали, как можно хорошо обработать текст, и он был прям красивый-прекрасивый. И у вас появилась более-менее заготовка на будущее с крутым исходником текста. Ладно, не будем медлить. Погнали. Хотите узнать, на что способна сковорода из PUBG против реального оружия? Хотите узнать, какой VPN лучше для того, чтобы играть в PUBG? И хотите узнать информацию об игре от крутого чувака, который играет в турниры по PUBG? Тогда ссылочка на него будет в описании. Видео качественное, оформление качественное. Я на него подпишусь и буду стараться не пропускать видео. Ссылочка на него будет в описании. Если любишь PUBG, вперед туда. Итак, что же нам понадобится? Помимо самого Cinema 4D, версия у меня, если что, R19, я также буду использовать Photoshop для того, чтобы впоследствии этот текст обработать и сделать его более крутым, приятным и офигенным. Как будет выглядеть наша финальная работа? Вот так вот. Да, примерно это у нас получится в конце. И туториал может быть не самый быстрый получится, но поверьте, когда вы уже сделаете себе эту заготовку, в будущем вы сможете делать подобные текста и так далее за пару минут, просто уже используя сделанную вами заранее заготовку. Поэтому давайте не будем медлить и приступим к созданию текста. Включаем наш Cinema 4D. Нажимаем MoGraph, объект текст. Теперь мы выбираем более подходящий шрифт. Далее, как вы видим, текст у нас довольно плоский. Сделаем глубину у него где-нибудь на 50. Теперь выбираем наш текст и нажимаем C. Таким образом, наш текст разделяется на отдельные буквы. Как вы видите, у нас есть Т, Е, К, С, Т. Теперь нам нужно подстроить и сделать этот текст более каким-то интересным и уникальным, благодаря инструментам вращать, размер там и так далее. Давайте начнем с текста. Показывать смысла этого особо нет, это довольно субъективная штука. Я просто это ускорю для вас. Теперь выбираем наш объект MoText, Ctrl-C, Ctrl-V. Выбрав верхнюю букву, шифтом нажимаем на нижнюю. Теперь в крышке выбираем фаска. Число сегментов уже подстраиваете сами в зависимости от того, что вы хотите и какого эффекта вы хотите добиться. Я поставлю где-нибудь 4. Далее, если у вас так вот текстурки в текстурку заходят, можно немножко это все поднастроить. Опять же, изменив немножко расположение текста. Далее нажимаем «Создать». Новый материал. Выбираем цвет черный, нажимаем по нему PKM, Objects of Shadow и накидываем наш материал на текст. В принципе, работа именно в Cinema 4D закончена. Да-да, не удивляйтесь. Ладно. Нажимаете настройки рендера. Здесь выбираете уже свои настройки. Например, я поставлю 1920 на 1080. Также добавлю глобальное освещение, зайдя в эффекты, 3 точечки, тут выбираю его. После этого можно расставить немножечко освещения. Использовать можно любое из освещения, например, конусный свет. И таким образом у нас наш текст будет освещен более-менее хорошо. Также в настройках рендера мы поставим в «Сохранить формат» PNG, канал альфа, чтобы у нас рендерился только наш текст без черного заднего плана. И теперь выбираем папку, куда хотим это сохранить, нажимая на 3 точки. После этого нажимаем на кнопочку посередине, нажимаем «Файл», «Создать», делаем здесь Full HD, фон я сделаю такой сероватый, окей, «Создать». Это делать не обязательно, это просто для того, чтобы у нас был
рабочий фон, и мы могли поверх него уже обрабатывать и видеть все изменения. Давайте даже фон сделаем потемнее. Загружаем сюда наш текст. Нажимаем Ctrl и английскую А. И нажав сюда и сюда, мы перемещаем наш текст посередине. Теперь немножечко зумим. Выбираем инструмент «Быстрое выделение». И выделяем четко наш белый фон. И теперь, нажав Ctrl-G после выделения, у нас образуется отдельный слой с нашим вот этим вот беленьким текстом. Теперь нажимаем 2 раза на наш верхний слой. Нажимаем наложение градиента. Угол выбираем 90 градусов. Градиент мы сделаем оранжевым. Мы сделаем инверсию, чтобы было именно от более светлого к более темному. Зайдем в глянец, поставим режим наложения прикрытия, непрозрачность 100, угол 0. Смещение где-нибудь поставим на 10, можно поставить поменьше. Размер 21, сглаживание инвертировать уже по вашему желанию. Также я сейчас в градиенте немножечко поменяю второй наш оранжевый на более темный, что ли, потому что уж больно сильно незаметен наш переход. Далее внутреннее свечение. Здесь мы выберем, опять же, не экран, а прикрытие. Непрозрачность сделаем 100, цвет белый, метод мягкий на краях. Стягивание сделаем по минимуму, размер сделаем 50. Не, давайте даже меньше, где-нибудь 30. Снизу мы ничего трогать не будем. Далее нажимаем теснение, выбираем внутренний скос. Размер сделаем где-нибудь на 10. Угол сделаем где-нибудь 130. Глобальное освещение мы уберем. Высоту вообще лучше нафиг уберем. Сглаживание уже на ваше усмотрение. Мы выберем именно белый цвет и выберем цветовой тон. Глубину сделаем где-нибудь 200. Как видите, это добавляет такое небольшое освещение внизу. Чтобы в будущем не париться с обработкой, можно просто сохранить это как новый стиль и назвать это, например, кек. Создаем новый слой, нажимаем по нему PKM, создать обтравочную маску. Далее мы выбираем инструмент кисть. Выбираем набор кистей. У меня, например, стоит Ferex Brushes. Чтобы установить какой-либо вообще набор кистей, нажимаете вот сюда, импорт кистей. Находите какие-либо кисти в интернете, вводите, например, какое-нибудь название Brushes и скачиваете. Можете ввести тот же самый Ferex Brushes, их найти, закинуть куда-нибудь на ваш компьютер, потом найти этот файл и нажать загрузить. И у вас загрузятся ваши кисти именно к вам сюда. Выберем, например, 330. Теперь нажимаем на слой снизу, PKM, рестировать стиль слоя. Теперь, выбрав этот слой сверху, можете рисовать. Теперь, когда вы все это рандомно понатыкали, просто нажимаете за место обычный, прикрытие, либо мягкий свет. Я выберу мягкий свет. Теперь мы создаем еще один новый слой. Также нажимаем PKM, обтравочную маску, и выбираем уже что-нибудь другое из кистей. Таким образом, внутри вашего текста получается такой более-менее приятный эффект, как будто внутри него что-то нарисовано. Теперь выбираем все наши слои, зажав Shift, и нажимаем Ctrl-E, объединив их все в один. Также, нажав на этот текст, который мы сделали 2 раза, выбираем внутреннее свечение, опять же прикрытие 100%, размер сделаем поменьше где-нибудь на 20, все остальное оставим таким же, потом наложение градиента, режим наложения прикрытия, градиент мы выберем из черного в белый. И, понятное дело, непрозрачность мы делаем где-нибудь на 20. И теперь у нас готов этот текст. Он выглядит, довольно хорошо на самом деле. Издалека смотрится тоже довольно прикольно. Наш текст готов. И больше мы ничего делать уже не будем. Дальше вы можете использовать, где вам нужно, этот текст на превьюшках, не знаю, там для ваших работ в фотошопе, для еще чего-то, хрен знает, зачем вам это нужно. Но, тем не менее, я вам показал, как сделать более-менее прикольный, хороший, интересный текст в Cinema 4D и в фотошопе, потому что почему бы и нет, как говорится, правильно. Спасибо тебе за просмотр, мне приятно, что ты досмотрел видео до самого конца. Нажми на кнопочку лайк, и мне будет очень приятно, и видео будут выходить намного чаще.
Также напиши комментарий со словом «текст», и тогда я пойму, что ты реально крутой чел, который смотрит мое видео до самого конца. А у тебя появится шанс попасть в начало моего нового видео в топ-комментарий. И подпишись, если ты этого еще почему-то не сделал. Увидимся в новых видео. Гляньте видео слева, гляньте видео справа. Нажмите кнопочку посередине и оставайтесь у меня на канале. Пока.